Пикаем, возле костра собрались. Совесть включить топу. Ваня, прекрати хавкать, сука. Ты не даешь работать нормально. Зачем вы сразу даете на больное? Сразу душат. Не, ну я считаю, мы довольно-таки большой объем работы сделали здесь. Много обсудили, много наработали, много поменяли. Но результаты, конечно, хотелось бы, чтобы были лучше. На праках все хорошо. До ХЛТВ тоже все хорошо. Выходим на ХЛТВ и... Начинается магия. Ну, магия же чем-то обусловлена, так и хочешь. А ты что смеешь, что ли? — 150 часов за последние 2 недели в КС. У меня 160. Слабенько. У кого больше? Ты игру не закрывал. Да. А ты шо, Вась? Сколько? Где-то 180. Так, и что ты делал? 180 часов? Спал. Таня либо праки играла, когда они играли праки, я в полца шпилил. Просыпаемся за 3 минуты до завтрака. Завтракаем и идем играть. Все. Перезапишем. У нас, короче, подъем в 9:30 и в 10 у нас завтрак. Точно. Да, в 11 у нас начинается разбор. Но зачастую это длится до часу, наверное, да? Какой разбор? У нас в 11 разминка. Да, здравствуйте. И записываю. Просыпаемся в 9:30, с 10 до 11 у нас завтрак. С 11 до 12 мы занимаемся именно личной подготовкой, да, там, то есть стрельба, пов-демо. Дальше мы идем разбирать командные вопросы, разбираем карты, какие-то моменты, возможно, можно посмотреть предыдущую демочку с наших официальных игр. Потом у нас обед, и идут праки, ужин, еще праки, то есть мы там играем 6-7 праков в день, и ближе к 10 мы заканчиваем, к 11, и потом еще до часу, до 2, когда как. Мы еще тренируемся индивидуально. Но, несмотря на все это, тем не менее, у вас есть свой определенный свод правил. Что это за правила? Правила? Да. Ну, мне Миран говорил, что есть правила на буткемпе. Правила на буткемпе, ну, элементарно убирать за собой, чтобы не разводить беспорядок. Вот. Потом у нас еще ввели правила, так скажем, каждый вечер обязательно набивать 5000 ботов. Типа часок такой посидеть. Да. Кирилл по 2 часа набивает сами. Я там, Если да. еще часок. Стайка 5000 долго бить. Ну это типа кажется легко, но на деле типа у тебя рука Это очень не кажется сильно легко. Если ты хотя бы 100 ботов убивал, тебе не кажется это легко. Кирилл, а вы еще так заметили, что ты себя в форму привел на Нет. Вы ошибаетесь. Внешний вид обманчивый очень. Господаров похудел. Многие зрители обратили внимание на то, что ты довольно-таки сильно похудел. Сколько килограмм ты скинул? Я скинул 8 килограмм где-то за 1,5 месяца. Ну, у меня был спортзал до этого абонемент, но я его заморозил из-за того, что у нас был кемп, и как я вернулся, сразу пошел в зал. Я и до этого ходил, просто как бы так произошло, что я быстрее скинул вес из-за того, что начал питаться лучше. В принципе, все люди, которые когда-либо сидели на диете, они знают, что круто, когда ты добился результата, но намного важнее его удержать, сохранить, скажем так. И сейчас вот вы приехали на буткемп, у вас такой вот режим дня. Получается ли у тебя держать себя в форме вот даже в таких условиях? Вообще тяжело держать в форме, когда, ну, у меня тут зала нет, и мне тяжело было без зала вообще тут что-либо делать, потому что у меня состояние изменилось из-за того, что я чувствую напряжение, которое я мог, например, сбросить в том же тренажерном зале. И это было, ну, для меня это было, так скажем, проблематично, но я пытался, то есть, есть немного, то есть не покупать там всяких чипсов, сладких напитков, то есть так же, как и питался, просто по факту я, как бы, скажем, не набрал, и хорошо. Просто я вернусь в зал и буду продолжать свои тренировки. Например, после вот официальных игр, когда вы там 2-3 часа сидите за компами, вы переживаете, волнуетесь, нет желания после игры выбежать и сразу там скушать какую-то шоколадку? Нет, есть желание пойти позаниматься, чтобы ни о чем не думать. Когда ты много занимаешься активно, то это меняет состояние. И после напряженных игр это вообще для меня самое лучшее, скажем, лекарство. Пау! Блин, ну конечно, Сегодня шоколадка заслужил. Я съел его. Ну, Вася, вы роллы заслужили?
Мне нравится, как играет Элик. Ну, пока нет. Да, мне нравится, как Элик играет. Он круто читает, ну и в песках тоже. Он круто чувствует игру и просто красава. Мне нравится смотреть за ним. У Нави какой-нибудь у меня Бумыч, Электроник тот же, Хероик еще, всякие демочки, качественные. Ну, вот такого плана. Норс еще. Датчане, короче, круто. У них демки классные, позиции, подходящие мне. Не, я типа не акцентирую внимание на игроках, я акцентирую внимание на командах. Я просто клацаю, типа, Да, на командах кто играет на больше моей внимания. позиции. Это Норс, Астралис, Энс. Раньше, типа, я очень любил смотреть Энс. Ну, и, пожалуй, это тройка. Я знаю, кого смотрит Капачо. Копача! Перчатки случайно такие же, прицелы. Да какие сенса. такие же? Посадка такая же. Им то же самое. Ну расскажите тогда, давайте. Вот Копачо, все говорят, что у тебя какой-то есть такой чувак, с которого ты списываешь. Да, это же шутка просто. Я давно взял настройки у Рафса и потом привык, ну очень давно. А потом случайно демку скачал? Нет. А потом случайно каждый день Я будешь просто на не него раз он смотреть, играет, я вот стрелял как демки, написано но в пейдж. где-то уже последние полгода я его практически не смотрю. Смотрю других игроков. Давно. Стал сильнее, да, Рапса, походу? Неделю назад я Робс. Я реально, я каждое утро просыпаюсь, я такой, я Рапс. Но я сейчас начал смотреть больше Вертига, разные команды, там Трикет, Пакт. Смотрю больше, как они индивидуально действуют и какие гранаты кидают. Делайте революцию, тренируйте Вертига. Как основной состав относится к этой карте, мы уже знаем. А как обстоят дела у вас, Вертига? Ну, лично для меня эта карта очень прикольная. Я ее всегда как бы... Все ее говорят, что фу, Вертига, не хотим играть. Я всегда типа любил эту карту, она такая забавная. Вроде как там загадка есть какая-то, но потом мы поиграли в браки, и очень крутая карта. Там можно как и за контров набирать, так и за атаку. Ну, есть такая, конечно. Есть одна, Давайте две, скажем, три. Иногда 4. Вы запикаете, все поймут. Нет, ты говори, мы запикаем. Инферно. Мы будем То есть запикать. вы будете запикиваться, да? Я Потому могу что рот открывать. играется и всё. официалка. Ладно, нет, не буду. Ну, там 0 разбора, и у нас очень мало опыта у каждого. Инферно. Почти у По всех. себе может быть. Почти у всех, Как да. прокомментируешь Инферно? Все У никто не каждого, отвечает. у каждого разное понимание, как там играть, и, ну, то есть, поэтому возникают сложности, и на это надо очень потратить много времени. Просто приоритете другие карты. Совсем недавно на канале Na'Vi Junior вышел твой гайд. И вот самый популярный комментарий нам оставил Паша. Спасибо, будем надеяться, Гвардиан все запомнил. Как тебе новый авапер основного состава и как тебе, в принципе, в целом обновленный состав? Ну, вообще, раньше у меня, Гвардиан был фаворитом среди всех снайперов, когда он был в Нави еще. Там 2015-2016 я только начинал играть, и я смотрел за Нави, и там был Словак, я видел, как он раздавал, и типа такой, я хочу так же. Вот. Но потом, со временем, когда ты уже, время меняется, и Гвардиан уже был не так хорош после ухода, там Фейс-клан. И он там раздал пару раз, но потом вообще по последний год, вот именно в фейзах, он уже вообще не выделялся. Вот. Сейчас по последним играм я вижу, что у него спад. У меня такой был примерно спад на кемпе после минора, но у меня он был связан с тем, что я, видимо, слишком сильно нагрузился, и мне нужен был отдых, что, в принципе, мне и помогло потом. После отдыха вернуться, я чувствую, уже играл лучше. Я надеюсь, что он сейчас будет большим бустом для этого состава и смогут раздать и как-никак выиграть мейджор. Комментарий следующий. Господарова вместо Гвардиана берите. Ты очень часто хвалишь Господарова и за его клатч, и за его игру. Авик, бегающий по карте, который убивает, это очень круто. А многие зрители разделяют твою точку зрения и добавляют, что вполне возможно, что со временем Господаров попадет в основу вместо Гвардиана, как вариант. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, а чего бы и нет? Просто пока рано, надо еще потрениться чуть-чуть. Сколько? Я не знаю, годик, может, полтора. И, возможно, мы его увидим в основе. Вы наверняка смотрели Blast. Кто удивил больше всего? Электроник.
Там он в нереальной форме. Я видел игру на Дасте, там Ну да. было очень круто. И там был такой момент, что как бы я думал, уже дадут эко. И Электроник выиграл этот раунд, дал эйс, и мне стало легче. 2 игры 15-15 на самом деле могли заканчивать Да? с типами С Cloud9 и так проходить в финал. Ну, там против Liquid тяжко было. Там просто если бы эко бы могли эко отдать, но там повезло. Они шли Повезло. Патроник, не? Они же выиграли. Папатроник, да, там Завез игру. сделал эйс и, к счастью, раунд выигрался. У нас против Австралии с Ньюки была обидная игра. Еще вопрос по поводу шоу-матча. Астралис против Натас Винцеры. В частности, как Simple играл против Зоника. Да, это было забавно очень. Ну, я не думал, что так можно будет сделать на власти, и то, что так сделали, это очень прикольно. Интересно, такие вещи интересно смотреть. Особенно тем, кто знает, кто такой Зоник, что он из себя представлял раньше, то, ну, интересно. Ну, насколько я знаю, вроде бы у Девайса какие-то были проблемы с зубами, он уехал к стоматологу. Да, я и что-то поэтому слышал об этом. Зоник занял его место. Но на самом деле, как по мне, Зоник очень достойно себя показал. Да, это я там видел, как он пару раз раздал там с дигла. Ты смотришь кого-то из блогеров или аналитиков КС? Ну, бывает иногда. Я на ютубе разные вещи смотрю, и связанные с КС, в основном это там, ну, нарезка хайлайтов, когда там с какой-то игры прошедшей недавно, или всякие там, возможно, смешные моменты, то есть, и опять же аналитику какую-то могу посмотреть, ну, всегда по-разному. А на какие каналы ты подписан на ютубе? Ну, может быть, любимые рубрики, либо какие-то любимые форматы? Единственное, что я люблю делать на ютубе, это если я дома могу приготовить себе поесть и включить что-нибудь, посмотреть Клик-Клак, например, или там Обломова, если хочу на еду посмотреть. Топлес. Это Ян, у него там научная всякая движуха. Научпоп. Вот, да, научпоп. Дальше у его лайв-канал, кстати. Мне просто нравится, как персонажи его друзья, у них там тоже прикольные четкие штучки. Боже, на кого я еще подписан? На канал Нави. Ладно. Да, Поэтому на и Нави вы подписан. подписываетесь. А на Твиче за кем ты следишь? Может быть, за кем-то из проигроков? Обычно, если Санечка включает стрим, я могу зайти на него так 10, посмотреть, что он там, какой он там. Что он Злой, делает? не злой, там, может, добрый. Вот такой один момент был, мы после тренировки с Валерой смотрели стрим Лобаники, который играет в ФПЛ, и он там ругался с Хурихом, и это было очень забавно смотреть. Вот настолько затянуло, что я час смотрел, а я обычно так долго не смотрю никогда, но мне было очень интересно. Насколько я знаю, в конце этого буткемпа мы вполне возможно уже узнаем окончательный состав Нави Junior. Есть какая-то инфа? Вы обсуждали это с Амираном, с командой? Нет никакой абсолютной информации. Единственное, знаю, что после буткемпа должно все решиться, вроде как. Вот. Какая дальнейшая судьба остальных игроков будет, тоже неизвестно. То есть все это в процессе обговоров, да, то есть вот никакой точной информации нет, и мы это, в принципе, не обсуждали, мы просто работали и делали акцент именно на командной игре. Также Господар в одном из своих интервью говорил о том, что перед тем, как он узнал, что он проходит Нави Junior, он себе строил план, когда он проходит Нави Junior и когда он не проходит Нави Junior. Вот ты думал уже о том, что ты будешь делать, если ты не пройдешь? Да, определенно думал, у меня есть тоже свой некий план. Я буквально недавно получил инвайт в ФПЛЦ. То есть это, в принципе, хороший способ, как и найти команду. То есть, да, там играют неплохие ребята, там и АГО играют, и Copenhagen Flames. Это довольно-таки хорошие коллективы, да, там X-Status и так дальше. То есть команды из хорошего тира, так скажем. Вот, я думаю, через это можно как-то получить инвайт в какую-то команду, потестить и так дальше. И есть небольшое предложение, о котором я не могу сейчас говорить, можно сказать, микс, без организации, без ничего, просто собралась командочка такая под руководством тренера. Возможно, что-то с этого получится. И последний комментарий на сегодня. Я человек простой. Вижу ролик от Нави Junior, ставлю лайк. Я тоже человек простой. Вижу подобные комментарии, забираю их к нам во влог. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забывайте про комментарии. А с вами были Нави Junior и я, Блок Банни. До скорых встреч!